Природная вода «Ледник» представляет. Блин, думаю, может уйти с ничьей, может не бороться. Ты 2-0 проигрываешь. Ты, как всегда, не оставляешь мне выбора. Пошли. Вот мы и пришли с вами к самому интересному поединку по армрестлингу между 123-килограммовым Дмитрием Жемаркиным, рекордсменом мира в строгом подъеме на бицепс, и маленьким 86-килограммовым Вадимом Акперовым, но профессиональным рукоборцем. Ну что, смотрим? А ведь это должно быть чертовски интересно, да и для некоторых весьма поучительно. Уж слишком самоуверенно ведет себя в последнее время Вадим Акперов. Годы идут, а ничего не меняется. Да что это было? Ну ты начинаешь, я не успеваю за тобой. Не чувствую вообще. На самом деле, после последнего раза я бы не рискнул кидать сразу реванш. Я бы год позанимался, потом бы что-то там начал выдвигать. Именно поэтому, когда железный рейтинг захотел выбраться в подмосковный Серпухов в гости к Дмитрию Жемаркину, для зарубы с этим монстром мы выбрали именно Вадима в педагогических целях. Но есть у нас и более серьезная цель. В продолжение нашего проекта «Цирк или реальная сила» мы хотим экспериментально проверить, в каком минимальном количестве базовых движений должен обладать силой обычный атлет, чтобы дать равный бой профессиональному рукоборцу. Я думаю, мы его проверим на прокачке кисти со штангой. Это первое упражнение. Потом, я думаю, на плечелучевую и за столом. 3 упражнения, я думаю, счет как минимум должен быть равным. Как же он будет равным? Но получается, 2 силовых упражнения будут за Дмитрием, я так думаю, потому что все-таки он по габаритам больше меня и сильнее. Но то, что я за столом, думаю, преимущество будет у меня. Получается, стол, он как бы за 2 силовых упражнения считается, поэтому я думаю, счет будет равным. Ну здесь, Вадим, мы бы не были так уверены. Уж больно крут наш сегодняшний герой. Это вызов Денису Цыпленкову. Побью я его 100%. Я эти веса поднимаю и буду поднимать. Наверняка вы помните этот вызов от Дмитрия, а ведь он планомерно идет к этой цели. И у него уже за спиной есть рекордные 108 килограмм в строгом подъеме на бицепс, показанный на чемпионате мира в РПФ 2019 года. Во-вторых, Дмитрий имеет базовые навыки в армрестлинге. Меня никто не тренирует, я с помощью проб и ошибок этим занимаюсь. Скажем больше, поговаривают, что Низами Тагиев запретил ему выкладывать видео их поединка в сеть. Настолько Дмитрий был там силен. И еще пару слов о силе нашего главного героя. Недавно Дмитрий Жемаркин выступал на турнире по строгому подъему на бицепс в Иваново, который прошел по новым правилам в РПФ. Поехал исключительно, чтобы опробовать новый гриф, который ввели правила уже в декабре месяце или в январе, уже точно не помню. Нужно было в руках подержать, понять новые, что это за новые ощущения. Ну, скажем так, это для будущего спорта это лучше, но так как я к нему, скажем так, я его впервые в жизни видел, я к нему не привыкший к этой работе, я скажу, что со временем мне станет легче. Сейчас мне было реально тяжело, то есть я не понимал, как им поднимать и так далее. У меня была старая техника, то есть я закидывал все равно. Но благодаря Жене он мне более или менее подсказал, и я воспользуюсь его советами в дальнейшем. Женя – это Евгений Авдулов, один из ветеранов этого соревновательного движения. Его советы дорогого стоят. Разница в подъеме между Ю-образным грифом, с этой загогулинкой, так скажем, и вот таким в положении кистей. То есть самое главное это помнить, что когда подворачиваешь кисть в начале, то во время траектории ее необходимо распрямлять, конечно. Если закинуть ее и так держать, пройдя мертвую точку, дальше не поднимешь штангу. То есть это основной момент. Ну и по поводу положения, то есть на Ю-образном грифе достаточно было закинуть сюда,
Здесь, согласно новым правилам, штангу в финальном положении надо держать на уровне ключицы, то есть необходимо дотянуть. То есть работа передней дельты еще важна очень. Вот такие советы. Ну как он вообще поднял? Нет, мне для первого раза он поднял очень хорошо. Мне кажется, если бы он раскидал веса правильно, 105 бы он мог поднять. Чуточку не хватило. То есть, как бы, если вы работаете, то... Да, он по силам, я считаю, мы с ним примерно на одном уровне. На турнире в Иваново на новом грифе Евгений Авдулов затащил невероятный 107,5 килограммов. А вот Дмитрию в тот раз покорилась лишь сотня. Но и этих килограммов нашему герою вполне хватит, чтобы выиграть нашу сегодняшнюю дуэль. Сейчас 125-126, более или менее возвращаем силовую форму. Ну, сейчас я расцениваю свои силы, процентов на 70 из 100, скажем так. Напомним, что парни проверят свои силы в 2 специализированных упражнениях в армии, а потом встанут за стол. Но для начала, Вадим, сделай пару глотков для смелости. Как мы и говорили в одном из предыдущих выпусков, природная питьевая вода из Осетии – ледник. Всегда у Вадима под рукой. Особенно во время самых сложных испытаний. Вы сейчас увидел, очень страшно прям. Но ты боишься или готов рискнуть? Ты же знаешь, я рискованный парень, я рискну все-таки. Но посмотрим, поможет ли ледник ему сегодня. Я готов. Дмитрий захотел Рубилова, захотел зарубиться в этом упражнении. Так будет ему мясо. Горизонт проходим, забираем. Предплечье, вот это упражнение, которое с закручиванием штанги, я никогда не делал, даже представления не имею, сколько я сделаю. Потому что я предпочитаю именно эспандера. Эспандера лучшее упражнение для предплечий и кистей. А лучевую я делал давным-давно, но, честно, результат не знаю. Ну, посмотрим. Я больше расцениваю себя на стол. Мне интересно узнать свои силы за столом, с профессионалом. Дмитрий, мы все хотим посмотреть ваш поединок за столом, но без испытания железом мы не будем знать твои силовые, а значит, это не будет так интересно. На штанге сотня. То есть получается на 15 килограммов больше, чем мой собственный вес. У тебя это не пугает? Меня вообще ничего не пугает. Столько всего навидался уже в Москве. Поехали. На пределе. Слушай, это твоя первая сотня в этом упражнении? Да, я ни разу не делал это упражнение. Самому интересно, докуда дойду. Прикольно, как говорится. Посмотрим, что будет дальше. Парни, вы это видели? С полным отсутствием техники, с нижней точки так легко работать с сотней. А мы добавляем железо и идем вперед. Хотя нет, не все из нас. Ну что, на штанге у нас уже 110 килограммов. Мне кажется, что я уже не смогу его поднять. Поэтому я остановлю свое выступление на соточке, остановлюсь я. Но зато я хотел бы посмотреть, как с этим весом справится Дмитрий. Мне самому уж интересно очень. Для меня это тяжело, скажем так. Ну вот прям больно смотреть. Дмитрий, давай попробуем тот же вес, но в технике рукоборцев, начиная движение с верхней точки. Вот эти замки держи, да, вот замки держи, и вот замком уже поставить. Ребят, стоп, вот, да, работаем. Ну, как-то так. Так было попроще. Зачет нет.
Можно было подлиннее, но мне кажется... Нет, там просто, понимаешь, как меня смущает один момент. Он когда открывает, он горизонт как бы до него доходит, и там уже касается, блин. Я не знаю, считать не считать. Давай для первого раза. Ну, засчитаем. Да. Давай, засчитаем. Все равно красава. На 3 повтора, я думаю, Первый раз в жизни. ну, достойный результат. Тем более он этим упражнением он не занимается. Там он только за столом ручками качает кисть. Я думаю, достойный результат. Результат очень крутой, но нас ждет второе движение. Так, правило, значит, у нас все просто. Руку засунули сюда. Вторую руку обязательно надо держать, чтобы не травмироваться. Один из самых основных факторов – проходить горизонт, поднимать. И, конечно же, стараться не делать вот такие подъемы, вот, а вот просто вот с такого положения. Раз. Два. Вот так и работаем. Как Так. ты думаешь, какой будет итоговый результат? Тут сомнительно на самом деле, потому что я посмотрел за техникой Дмитрия. Вот, я думаю, если немножко будет большой вес, с правильной техникой у него не пойдут большие веса. Это мое мнение, да, сугубо. А так посмотрим, работаем. Так, 35 килограммов, плюс у нас еще столбик сам тяжелый, 5 килограммов. Получается 40 килограммов у нас. Поднимешь легко, нет? Первый раз поднимаю такой вес. Понял, что это Вадим пытается поставить рекорды, а Дмитрий он просто тренируется, просто тренируется. Левое, правое. У тебя левое увереннее идет. Это давно так. Сейчас у нас получается третий подход. Вес получается у нас сколько там? 20, 30 и 15. 45 и 5 крив, правильно? 50 килограммов. Полтос. Думаешь, что не получится в динамике? Я думаю, если прям чисто, прям идеально поднять, я думаю, не получится. Если чуть-чуть там схалтурить, грязновато, то, думаю, пойдет. Давай попробуем. На карточек повыше чуть-чуть. Ага. Готов? Да. Я твою камеру разбил. Ты можешь поднять статики. Что здесь скажешь? Дмитрий поднял полтинник более уверенно, но не совсем на луч. Все-таки мощный бицепс просто так из работы не выключишь. Ну что, зачет? Однозначно. Пока равно идем, это зачет. Итак, с железом мы разобрались. И теперь пришло время парням встать к столу. Есть азарт, да? Конечно, мне интересно, он же профессионал в армрестлинге. Я с профессионалами, очень редко стоял. И мне очень интересно, какие у него данные. Хорош, хорош. Опыт. Я тоже хорош. Ну как, первое впечатление? Слушай, ну впечатление, он очень сильный, как бы физически, да, как бы я первый раз его недооценил, и он прям хорошо зашел, выиграл. Второй раз я немножко
как бы начал понимать, что там шутки плохи с этим парнем. Вот, поэтому второй поединок как-то так. Вадим, ты борешься с ним в кисть. Ты нашел его слабое место, кисть. А ты можешь побороться в крюк? Да. Поборись в крюк, пожалуйста. Хорошо. Раз, два. Красота. Ну, блин. Тяжело. Тяжело, но мне повезло, потому что я выпил ледника. А он не пьет ледник. Не, реально классно. Наконец-то сильный соперник, как говорится. Наконец-то это вкус поражения. А то, как говорится, с кем не встанешь, все никак. Классно, реально классно. Мотивация развиваться в данном спорте. А то что развиваться, когда всех побеждаешь, правильно? А теперь давайте подведем итог нашего сегодняшнего противостояния. Первый раунд однозначно за Дмитрием. Чуть наработает техники, и в этом движении он будет поднимать еще больше. Во втором раунде мы готовы объявить ничью, но опять-таки здесь много вопросов к технике. И мы думаем, пару тренировок, и Дмитрий будет закидывать на луч килограммов 60-70. Но в спарринге победа на стороне Вадима. Но опять же, как нам кажется, пару месяцев работать за столом, и счет их будущего армфайта может стать совсем другим. Димон, рад был знакомству. Спасибо тебе за тренировочку. И до новых встреч, как говорится. Был очень рад повидаться с чемпионом. Как говорится, будем проводить работу над ошибками и по-серьезному, как говорится, встретимся и поборемся. Все, спасибо. Все, счастливо. Ну что ж, через пару месяцев встретимся с Вадимом. Дима хотел увидеться через 2 месяца. Да без проблем. Я через 2 месяца вообще буду железным. И это была бы шикарная финалочка в стиле Вадима Акперова. Если бы не парочка «но». Во-первых, Вадим, чтобы понять эту борьбу, тебе нужно хотя бы дня 2. Ну как ты, наборолся? На самом деле мне не хватило. У меня заболели руки у меня. Дмитрий же Маркин все-таки загрузил меня сильнее. Сильный парень, молодец. Вот. Ну ничего, я думаю, не последний же раз, да, Георг? Мы сюда еще приедем, еще поборемся. Во-вторых, Вадим, ты что думаешь? Так и будешь бороться с любителями? Ничего подобного. Настоящее уважение можно заработать в поединках только с крутыми чемпионами. Но это уже будет другая история. Ну а с Дмитрием же Маркиным мы встретимся совсем скоро. На предстоящем 8-9 августа чемпионате Европы в РПФ. Если состоится, я думаю, скорее всего, я поеду, потому что нужно затащить ту 105, которую я не смог затащить на Ивановской области. Я поторопился из-за незнания техники, она у меня завалилась. И вот, надо зафиксировать эти 105, а к сентябрю будем готовить 107-108, как я и обещал, скажем так, по новым правилам. И вот на этом точно все. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!